Всем привет! Сегодня готовим всем известный пирог манник. Манник будет у нас с ягодами, и я поделюсь определенными мелочами, благодаря которым ваш манник станет наиболее пышным. Для теста нам понадобится 2 яйца комнатной температуры, немного соли, и сюда же я всыпаю 180 грамм сахара. Для того, чтобы манник получился наиболее пышным, эту яичную массу нужно будет хорошенько взбить. Взбиваем до тех пор, пока она не увеличится в объеме примерно в 2 раза и не побелеет. Сюда же я вливаю растительное масло без запаха 100 мл, а также теплый кефир 250 мл, обязательно теплый. И сюда же я всыпаю 200 грамм манки, манной крупы. Все хорошенечко перемешиваем. В отдельной чашке я смешаю 130 грамм муки и также 1 чайную ложку соды. Все немного перемешаю, и эту массу нужно будет просеять. Просеять нужно тоже обязательно, если вы хотите получить воздушную массу, поскольку во время просеивания мука обогащается воздухом. Сюда же по желанию можно тереть цедру апельсина или лимона, или добавить ванилин по вкусу. Все хорошенечко перемешиваем. Благодаря тому, что мы просеяли всю муку и взбили яйца, посмотрите, какая мягкая получается масса. Она наполнена пузырьками и очень воздушная. Отставляем тесто в сторону сейчас и дадим манке набухнуть минут 10-20. А пока займемся формой. Свою форму я смазала немного растительным маслом и закрыла пергаментом. Нам также понадобится немного ягоды, у меня это свежая клубника 200-250 грамм, но ягоду можно использовать и замороженную. Итак, в форму мы вливаем половину примерно на глаз теста, немного помогаем тесту распределиться по донышку, вот так я его слегка потряхиваю, и оно хорошенечко распределяется. И выкладываем ягоду на поверхность. Ягоду я предварительно, конечно, помыла и порезала на четвертинки, она у меня крупная была, поэтому на 4 части. Сверху заливаем оставшимся тестом. Тесто, как вы видите, немного жидковатое, оно хорошо распределяется по поверхности. А если где-то ягодка торчит, то можно ее закрыть вот так лопаткой. Отправляем пирог выпекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов по Цельсию на 40-50 минут. Где-то минут через 40 я его проверяю, и если он еще не допекся, оставляю еще минут на 10. Он должен получиться вот такого глубокого карамельного коричневого цвета. Даем пирогу немного остыть, и сверху можно по желанию присыпать сахарной пудрой. Сейчас я разрежу. Пирог получился очень воздушный, посмотрите, как хорошо входит туда нож. Режется очень легко. Сейчас мы вытащим кусочек, посмотрим, что получилось внутри. Посмотрите, какая красота. Сколько внутри воздуха, какой он пористый. Пахнет очень вкусно. Благодаря тому, что мы использовали теплые ингредиенты, пирог поднимается равномерно. У него получается более однородная текстура, а благодаря взбитым яйцам получается вот эта вот воздушность. А ягоды внутри добавляют ему свежесть и дополнительную влажность. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт, и до встречи в новых видео.